Добрый день, дорогие друзья! Посмотрите, какие мне вешенки привезли. Вешенки-гиганты. Надо что-то с ними делать, переработать их. Так-то они свежие, просто переросли. Буду отрезать вот эти шляпки, отложу. Мне заказали суп грибной. Я вот эти шляпки запущу на суп. С полкилограммчика хватит. Остальное я все запущу на салат. Посмотрите, какие шляпки. С ладонь мою. По-любому будет вкусненько. Очень хрупкие. На газу в кастрюлечке вода поставлена. Пусть она закипает, а я продолжаю заниматься грибами. Не знаю, чем это объяснить. Если грибы нарезать, особенно вот вешенки, ножом, они при термообработке, они какие-то как резиновые. А если вот так вот разрываешь их руками на волокна, они не бывают резиновыми. Не старайтесь мелко порвать их, потому что когда вы их отвалите, вы их потеряете. Они настолько уменьшаются в размере. Лопухи тоже вот так я делю на большие кусочки, вот так вот. Это не будет крупно. Вот такие вот небольшие шляпки вообще целиком вот так кладу. С грибами разобрались. И вода тоже закипела. Закладываю грибочки в кипящую воду. Теперь будем варить недолго. Минут 10, ну максимум это 15 минут. Грибы поместить-то поместила в кастрюлю, а при варке они стала пениться и вываливаться через край. Залила мне плиту. Пришлось перелить в большую посуду. Практически грибы готовы. Буду их вылавливать. Не сливаю водичку, может, использую грибной бульон. Теперь будем промывать в холодненькой водичке. Грибы промыли, откинули на дуршлачок, пусть водичка стекает, а мы тем временем готовим заправку. Тут у меня на газу ложки 3-4 растительного маслица. Нарежу небольшую головочку лука. Практически можно и не жарить лук. Я небольшую головочку обжарю, зубчиков 5-6 чесночка порежу. Кроме лука и чеснока и зелени, грибы добавлять ничего не буду. Не хочу убить запах грибов. Лук поджаривается, закидываю чесночок, тоже слегка обжарю. Чайная ложка без верха кориандра, 2 чайные ложки паприки, 1 чайная ложка острого перца и чайная ложка без верха черного перца. Газ выключаю, чтобы перец не сгорел. Масло горячее, посмотрите, сразу цвет какой красивый становится. А ароматы здесь по всей кухне, конечно. Нарезаю 2 средние луковицы. Режьте произвольно, как хотите. Хотите кружочками, хотите полукружочками. Я вот так вот перьями сейчас нарежу. Грибы слегка прижимаю, чтобы больше влаги отдал. Это без фанатизма, не надо слишком сильно их выжимать. Слегка придавливаете. Основная влага, чтобы ушла, этого будет достаточно. Откидываем чашку, закладываю лучок грибам, нарезаю кинзу, отправляю к луку полную чайную ложку соли. Слегка лук помну солью. Теперь отправляю заправку. Она еще, конечно, горячая, но мы аккуратненько. Сюда же зелень, столовую ложку соевого соуса. Много не надо, он салат сделает сильно темным. Грибы заправляю как хе. Буду добавлять уксус. 1 чайная ложечка. Ну, давайте еще пол чайной ложечки положу. Даже не пол чайной ложечки, еще 1 ложечку. Вот 2 чайные ложечки. Горячо. Размешиваем. Столовая ложка без верха сахара. Теперь надо попробовать. Все в меру. Получилось очень вкусненько. Салат готов. Вот такой вот вкусненький салатик мы сегодня с вами приготовили. Он очень вкусный получился. Отличается от простых жареных грибов. Попробуйте приготовить. Я думаю, вам понравится. Вы можете его как самостоятельное блюдо кушать. Можете с гарниром подавать эти грибочки. И так будет вкусненько. Готовится очень просто. Мы с вами приготовили его очень быстро. Готовится из доступных продуктов. У меня было 900 грамм грибов. Получилось вот такое большое блюдо. Вам сегодня будет очень вкусненько. Желаю вам на вашей кухне вкусных, удачных рецептов. Готовьте с удовольствием. Пусть сегодня у вас на кухне тоже будет вкусненько. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока.